Я бы сказал, не так дорог подарок, как дорого внимание, и оценивать, сколько бы я готов был подарок, это как с учетом, если я хочу сделать подарок, как бы я повторяюсь, да, я бы тоже сделал его таким, чтобы было человеку приятно, а если человек оценивает, насколько дорог подарок, а не мое внимание, то тогда это не человек, должен понимать и подарок расценивать, то есть как внимание, которое так вот дороже моего какого-то дружеского отношения. Не модный подкаст. Круто! Не каждый может смотреть завтрашний день. Всем привет, это Гоша Карцев. Это не модный подкаст, дорогие друзья, который мы только что запустили. Это пилот, поэтому вообще с нас взятки, на самом деле, если ты пишешь слово «пилот», как будто бы гладкий, нет? И пофиг сразу, да? Да, ну типа можно чуть-чуть наложить. Спроса нет, да. Да, сегодня я, и у меня есть два закадровых соведущих. Я пытаюсь отказаться от мата, а почему, вы узнаете чуть позже. А какая моя камера? Почему я туда говорю? Как будто MTV. Йоу. Что это туда? Да? Но вообще так и есть, вот так крупный, Да, это реально? общий, да. Я Это первый раз, крупный план. извините, те, кто нас смотрит. Потому что мы придумываем подкаст по факту. Да, мы по факту его Сейчас все придумали. переставим. А кто нас слушает, короче, просто у меня первый раз камера надо мной. У меня такой новый опыт. Не модный подкаст, он так называется. И здесь мы не говорим про моду. Вообще, такой принцип. 0 слов о моде. Я буду очень сильно стараться в этом подкасте вообще никак эту тему не затрагивать. И здесь я хочу просто рассказать про то, как нужно тренировать глаз. Про всю мою любимую концепцию насмотренности. Про то, что этим нужно заниматься. Позавчера пошутила Ребекка, что нужно тренировать глаз, который дергается. Да, это топ. Это у меня же реально все дергается глаз. И мне кажется, что подкаст, в котором ты тренируешь глаз, который дергается, это максимально крутое описание того, что мы сейчас делаем. А нет ощущения, что когда глаз дергается, он уже качается в этот момент, типа? Мы сейчас Качается, раскачаны, чтобы капздец что? вообще. Ну, типа, у тебя, когда глаз дергается, это уже момент раскачка глаза. Ладно, все хорошо, поехали дальше. Сори, извини, я приношу свои извинения за этот момент, ребят. Не факт, это тоже пилотный ведущий. Не факт. Вообще, да, мы уедем через час. Не факт, что все сохранится в таком же режиме. Про насмотренность, это я обожаю этот момент, когда ты тренируешь глаз свой дергающийся. Мне кажется, что правда, все, что вы воспринимаете, формирует вашу действительность. У меня есть любимая цитата. Внимание, умная рубрика. Информация, допускаемая нами в сознание, чрезвычайно важна. По сути, именно она определяет содержание и качество нашей жизни. Это из книги Михая Чиксин-Михая «Поток. Психология оптимального переживания». Книжка, на самом деле, довольно крутая. Она мне в какой-то момент очень сильно помогла, но самое удивительное, что я ничего из нее не помню. Это вот, которую мы сейчас искали? Да. Получается, мы пропускаем вообще весь этот момент. Книжки нет, Гоша ничего не помнит. Следующая рубрика, поехали. Это обзор на книги, первая рубрика. Вот такой подкаст «Пилот». Это обзор на книги, первая рубрика. Подождите, запомнили, да, где мы сейчас? Почему вы спросите, я в солнцезащитных очках? Да? Есть такой вопрос же у вас? Да. Спросите. Вы хотите у меня спросить, почему я в солнцезащитных Почему ты очках? в солнцезащитных зажигах? Ой, классный вопрос, спасибо. Просто на самом деле здесь еще нам хочется очень сильно, Георгию Викторовичу Карцеву, хочется очень сильно создать дружескую атмосферу. Мы делаем вид, что мы не паримся этим подкастом. Сказал он в казаках. Да, сказал я в казаках, которых не видно. Дружеской атмосферой. О май гад. Еще есть важная задача этого подкаста. Это не токсичить. Я попозже расскажу. Доставай вторую пачку денег, сейчас вторую вазочку. Нет, но мы за это не будем, извините. ну ладно. Да, я пилотная версия до Москвы не сразу строилась. Да, все мы понимаем. Да? В общем, почему я в солнцезащитных очках? Потому что как раз-таки эта дружеская атмосфера, мне не хотелось париться, мне не хотелось готовиться, мне хотелось, чтобы это все было максимально легко, потому что вокруг насмотренности можно построить много диалогов. Ну, то есть там точка. Короче, я не хочу краситься, я не хочу готовиться к съемке, поэтому я... Хорошо, что у меня карточки, слава богу, да? Поэтому я в очках, потому что иначе вот сегодня вот такой день, что лучше вам меня не видеть. Про книгу. Мы вообще о книге Там говорим. были? Про насмотренность. Книга поработала мне в какой-то момент как психотерапевт. И эту фразу я оттуда выбрал для того, чтобы рассказывать на лекциях. Но мне кажется, важно, когда ты приходишь в индустрию, максимально стараться окружать себя красивым.
Ну, то есть вот смотреть и потреблять прям то, что тебя будет постоянно вдохновлять и инспирировать. То есть с этого я всегда объяснял ученикам у себя, что, чуваки, ну, вот прям отписывайтесь, но мьютьте людей, просто, ну, ничего не случится. Если вы захотите посмотреть, как у сестры дела, ну, зайдете там ее и посмотрите, ну, грубо говоря, да. Такие важные моменты, но если ты там смотришь низкого уровня контент, вряд ли ты сможешь производить крутого уровня что-то. Понимаете, про что? И для меня вот эта фраза, она реально важна, потому что мне кажется, чем ты больше расширяешь кругозор, и чем больше ты любопытен, а любопытство в нашей вообще во всей визуальной культуре — это супер важная история саморазвития, тем круче ты. Поэтому будем тренировать наш дергающийся глаз, друзья, в этом подкасте. Ну, будем, короче, стараться. Я регулярно буду собирать лучшее из увиденного и делиться с вами. А еще прикольно, что я в очках, потому что я могу уже не смотреть в камеру. Вы же не знаете, читаю я карточку или нет. Как мы придумали, да? Вот это нормально. Какое-то что-то гениальное снимается, происходит гениально что-то. Это что? Вот, и я буду делиться лучшим из увиденного, впечатлениями, выводами, какими-то своими историями. Постараюсь не спойлерить. Это аудиоверсия моего телеграм-канала. Не люблю писать, для меня это дается очень тяжело, я очень дотошен до текстов, придираюсь к каждому слову. Для меня это вообще такая довольно проблемная тема, мне нравится этот процесс. Мне кажется, что я прикольно пишу, когда я пишу, но мне прям мне прям физически больно в этот момент, я не знаю, как вам это объяснить. Что смешного? Все нормально. А сообщение я пишу без точек. Вообще без каких-либо знаков Вообще ноль препинания. знаков препинания ставлю. Ставь запятую куда хочешь. Да, вот я вообще не понимаю. Это, к сожалению, глуп в русском языке. У меня прям какая-то дислексия. Возможно, что это она и есть, потому что, но при этом что-то визуализировать, придумать, я могу вообще за секунду, то есть мне не нужно ничего для этого напрягаться. Мне лучше сделать 10 съемок, чем написать одну статью. Да, Никит? Да. Yes. Но у меня просто такая же проблема. Мне иногда кажется, что меня когда посещает какая-то умная мысль, я думаю, я сейчас это просто возьму где-то, распишу, выложу. Люди увидят, скажут, вау, вот это он умный. А там по факту, типа, я Никита любит ходить, гулять. Никита любит есть вкусно, пока. Вот так это, короче, выглядит. Поэтому я думаю, пусть это останется на уровне моих умных мыслей в голове. Пишите, о чем ваш подкаст? Какой он по вайбам? Ненавижу писать, и поэтому, но я обожаю свой телеграм-канал, прям искренне, это моя отдушина, потому что я туда публикую все, что захочу, у меня нет вообще никаких там правил, и это мне приносит очень крутое удовольствие, но для этого нужно очень много где-то искать этот контент, и когда я понимаю, что, например, я что-то не выкладываю, или вы видите, товарищ, что я ничего не пощу в телегу, то это просто значит, я работаю, и мне некогда просто. Приходишь домой, вырубаешься, просто сразу же там с утра помылся и пошел дальше на работу. То есть вот прям когда ты нон-стоп. Бедный человек. Я какой, пожалейте меня в комментариях. Вот, и, короче, я буду здесь поэтому про это рассказывать и говорить, что я имею в виду, когда этим всем делюсь, поэтому все это еще доступно в моей телеге. Ну все, вот это как бы типа первая часть правил. Топчик. Окей, let's go. Зачем это мне следующая часть? Никит, зачем мне этот подкаст? Твоя версия. Честно говоря, очень хочется узнать и послушать. Поделись. Вот, круто, что благодаря этому подкасту я бы хотел, чтобы он был ежемесячный. У меня будет мотивация всегда выполнять там задания для подготовки каких-то рубрик. То есть, например, мне точно нужно посмотреть сериал какой-то, и вот в следующем выпуске будет, я надеюсь, мы успеем снять театр. Для меня будет мотивация ходить раз в месяц в театр точно. То есть, как бы это постоянно будет такое еще... Для меня толчок, чтобы не забывать, что это тоже, прикиньте, часть моей работы. Ну, то есть это круто. Которая еще и развивает тебя культурно. Вот, представляешь, какая себе задача у этого всего? Замечательный выпуск. У этого Замечательный. крутого, спасибо большое. А второй, вот еще интересный, может быть, момент. Я буду стараться все, о чем рассказываю, не критиковать, не токсичить, потому что я в целом от этого подустал очень сильно. И часто, когда мы делаем обзоры на звезд, все равно, я недавно тут пересматривал наши обзоры, ну, как бы мы жесткие люди. Мы люди жесткие, неприятные, я признаю это совершенно точно, потому что хочется как-то быть пободрее, порасслабленнее и не добавлять негативной энергии в пространство. Поэтому у меня есть такое ощущение, что как будто нужно вайбы другие послать людям. Я Калифорния лайм. Потряси мой салат.
Сейчас еще чуть-чуть, прикиньте, дальше по нарастающему этот подкаст ходит дальше и дальше с ума. В какой-то момент заносятся кристаллы, какие-то гонги, чаши для медитации. Мы поем ом в конце. В целом тоже интересная концепция, надо не забыть. Вот здесь Никита и Ребекка, мои друзья, коллеги, товарищи вообще. Ух ты. Что? Вот, короче, отвлеклись, выдохнули. Опять Никита у меня спрашивает, зачем мне этот подкаст, спрашивает Никита. Гош, Ау. а зачем тебе этот подкаст? Блин, спасибо, что спросил. Не за что, Гош, всегда пожалуйста. Это подкаст мне для того, чтобы я еще учился лучше доносить свои мысли и развивать речь. И тут замечательный повод. Че ты угораешь? Нет, Нет, не Что угораю. смешного? я уже забыла, пока ты... Ребят, отвратительное поведение 2. И еще самое здесь будет сложно, это сделать следующее, да, это отказаться от мата. Это типа вообще для меня это next level, потому что вы знаете, что как бы, ну это мой ДНК вообще. Я уже просто типа на ребята, которые мы делали конкурс в подкасте у Алексея Сухарева модном, сколько раз я сругался матом. Там прям дебаты в комментариях на эту тему. И мы разыгрывали свитер таким образом, кто посчитает количество мата. Ролик идет 58 минут, я сругался матом 66 раз. Как будто немного. Да, что? Раз Что? в минуту, раз в минуту. Это Один мат в минуту? один мат в Вы минуту. серьезно? О май гад. Прикиньте, такое, если вот принять какое-то правило, сколько матов в секунду разрешено. Фу, в секунду. В минуту. Очень тяжело отказаться от мата. И чтобы как-то себя замотивировать, ну, правда, я вот сейчас снимался с Фроговым, я 3 раза за час ругался матом, и для меня это как бы уже уровень. Извините, да. Но я правда понимаю тех людей, которые пишут, что ну вот словарный запас, он туговатый. Он туговатый. И это классно, потому что харизму нужно дотягивать еще красивым русским языком, правильно, а не мат-перемат. Как будто это прикольный челлендж для меня, потому что я бы еще такой челлендж себе этим подкастом поставил и тренировался, но при этом, чтобы я себя точно замотивировал, у нас, короче, есть фейковые деньги. Мы не будем скрывать, что мы не гангстеры. Ребята, жизнь удалась. Ставим на обложку это подкаст, типа про кликбейт. 5000 рублей я буду каждый раз класть в эту банку, каждый раз, когда я буду ругаться матом. А в конце выпуска мы посчитаем, сколько раз я сругался матом за выпуск. Ребекка будет за этим следить, да, Ребекка? Да. И эту сумму мы переведем на благотворительность в фонд «Как чудо», который мы поддерживаем, на самом деле, уже довольно давно. Переводим 15% от всех полосатых свитеров этому фонду, ну, там, раз в какой-то, там, раз в квартал, например, чтобы сумма была, ну, какой-то приятная для фонда. И я подумал, что прикольно еще таким образом и рассказывать про фонд, потому что хочется им помогать. Фонд «Жизнь как чудо» работает с 2009 года, и ему в этом году исполнится 15 лет. Этот фонд старше большинства своих подопечных. Прикиньте, миссия оказания помощи детям с тяжелыми заболеваниями печени, развитие ранней диагностики и профилактики, системная поддержка в обучении и исследованиях болезни печени. Можно оформить единовременные месячные пожертвования за комфортную сумму, заполнив анкету на сайте. Есть возможность анонимного платежа. Любые российские банки и электронные кошельки тоже работают. Можно помочь также конкретному ребенку. На странице фонда есть информация о каждом с информацией о том, сколько денег ему собрать, а сколько не собрано, сколько не хватает. Есть возможность стать волонтером фонда. Для этого также заполните анкету и пригодятся любые навыки на сайте какчудо.ру. Вот, короче, хочется как-то прикольно делать контент и как-то, ну, еще в нем нести какой-то прикольный посыл. Это круто. Одобряем. Лайк. Как тебе сообщать о том, что ты ругнулся матом? Ну, просто говори в микрофон, например, какой подходит тебе, вам удобен такой вариант? Да, я рассмотрю. Спасибо. Очень вообще удобные. Не модный подкаст. Ну и почему именно подкаст? Это называется, почему это называется не модный подкаст, вы хотели спросить, но я уже чувствую по вам это, да, что это доступно на всех платформах, мы это можно все слушать, то есть мы не просто называемся подкаст. Вы можете сказать: Алиса, включи подкаст Гоши Карцева. Или Алиса, включи немодный подкаст. Ха-ха-ха. Сейчас вы там все беситесь, да? Потому что меня еще Алиса включила. И комментарии. Хватит угорать, может быть. И комментарии. Хочется превратиться в клуб по интересам еще в идеале, с обсуждениями в комментах, потому что мне нравится иногда, когда прикольные какие-то есть видосы, которые я смотрю, у которых внутри, в описаниях происходят прям диалоги. Это превращается в форум.
И так как мы здесь будем там, в данном случае сегодня обсуждать сериал, например, то хочется, чтобы вы тоже как-то подключились в комменты и там прям создавали цепочки диалогов, чтобы мы понимали, ну, развивали какие-то мысли. Может быть, вы что-то накидывали, потому что когда такое происходит в комментах, мне это очень сильно нравится, и тут как будто бы есть для этого повод. То есть мы не выдумываем ничего там, как бы никакого интерактива, но по факту, мне кажется, такой вайб может получиться, но это правда без лукавства, потому что это... Мне кажется, что я, правда, волнуюсь чуть перед этим форматом, потому что он мне очень важен, я его давно придумываю, хотя кажется, что как будто бы не придумываю. Ну, короче, ну что? Да ничего, нет, я поддерживаю тебя, да. Мгм. Ты как кот с ухмылкой просто. А я кайфую вообще. Друзья, у нас музыка, сериал «Медведь», история про штор и звонок в студию или письмо от вас. У нас будет прямой звонок в студию сегодня. Возможно, письмо. Не знаю, посмотрим, что лучше выйдет. И то, и вставим. Столько всего мы наговорили, но это для того, чтобы приступить к обсуждению моего главного и любимого сериала этого года. Дорогие друзья, это, Никита, какой сериал? The Bear. The Bear. The Bear. У нас все хорошо. Это рубрика «У нас все хорошо». Все, рубрика закончилась. Едем дальше. Хорошо, нравится мне рубрика. Офигенная, я бы даже сказал. Когда я сегодня собирался, захожу я, значит, смотреть новости, и Бейонс дропнула альбом. Так. Can you imagine that? Не просто дропнула альбом, она дропнула свою техасскую версию творчества, свою новую эру. Чё к чему, непонятно, да, было, потому что, ну окей. Давайте как бы Техас, интересная история, в целом попробуем и кантри от Бейонс послушать. И сегодня она выпускает альбом, и, внимание, в альбоме 27 треков. Что? 27 треков. Вот 27. это когда вы видели последний раз такой альбом? Ну вот вообще... Там очень много вообще просто клише на клише. То есть там она поет про джинсы, например. Что ты угораешь? Такая там тема, что вот я... Про там, пшено. Вот я тебе отвечаю. Реально про коров там. Ну, грубо говоря. Ну, там пример песни. Там Анна Асти только вот кантри. Вот там такая история. Царица. Царица, да, там царица. Там царица только руссконародная, прикинь. Блин, хочу послушать трек «Царица» в исполнении Бейонсе. Спасибо. Ну, все хорошо. Такой нет еще услуги у нас. У нас такой услуги еще нет. Мы скоро встроим искусственный интеллект в этом. Прикиньте. Потому что моего не хватает. Нужна какая-то помощь. Нужна какая-то помощь этому продукту. Поэтому придется как бы, ну, писать в GBGGG. Значит, Бейонс дропнула альбом, и там она перепела культовую песню Долли Партон. Она перепела песню «Джолин». Знаешь такую песню, Никитос? Джолин. Нет. Джолин. Нет. Это очень смешно. Раз. Ой. Началось. Это культовая вообще кантри-песня. Одна из самых известных мировых кантри-песен. И она ее перепела. Ну, как бы, типа, окей. Ну, просто там нет какого-то баса невероятного, ничего. Просто как будто бы вот так ее и надо петь. То есть там нету ничего нового в треке. Потрясающе. Ты слушаешь? Баса. Простите. Что? Бейонсе поет с басом трек Джоли. Нет, баса сзади, блядь, Извините, инструмента. пожалуйста. Два. О. Можно Ребекку потише сделать? У нее очень громкий микрофон. 2 у меня примерно сейчас в лопатках вот так вот отразилось. Значит, из прикольного, что там есть? Там есть 2 фита для меня неожиданных. Это Майли Сайрус, но зато как будто бы очевидных. И это офигенно, потому что песня состоит, как будто бы это разговор 2 див. То есть почти как у Асти с Киркоровым. Когда, знаешь, я такого давно не слышал. Ну, правда, может быть, Полина Гагарина кому зачем? Примерно вот так же построен трек. Короче, Бейонс начинает 2 строчки петь, и следующие 2 строчки сразу же поет Майли Сайрус. Это прикольный прием, я такого не помню. Поняли, про что я? Кендрик Ламар. We Cry Together. Там они вообще через строчку.
Да, хороший пример. Good job, good job. Но это Thanks. аудиоспектакль. Thanks. Ну да, можно назвать. Господи, какая серость. За окном, я имею в виду. Это не токсичный подкаст. Бьонс еще сделала там фит с Пост Малоном. И самое крутое, что вы, если не следите за названием треков, а просто на фоне слушаете альбом, вы 100% сразу же поймете, когда будет трек с Майли Сайрус. То есть он так круто начинает, что такой, вот это точно Майли, надо посмотреть, и вы такие, да, это Майли. И мне вот этот вот прям очень крутой. И с Пост Малоном еще меня супер порадовал трек, потому что он так круто под нее специально спел. Ты вообще просто офигеваешь от перехода Бейонс в Пост Малон, от голос. То есть он как-то убрал вот твою какую-то легкую хрипотцу. О май гад, какая душнота. Короче, типа альбом Бейонс, я считаю, что это интересный проект на самом деле, потому что в отличие от Ренессанса, который я вообще не понял, и все меня уже захейтили, я думаю, за это какой-то хотя бы эксперимент, который огромному количеству людей, в том числе и мне, приносит кантри, который в целом в моей жизни. Вот вы знаете хоть одну кантри-песню? Да. Какую? Можно я позже спою? Хорошо. Я петь не буду, но называется 99 Problems. Очень прикольная And the кантри-песенка. Beach Have One? Oh, Да. да, это Jay-Z, блядь. Какой Jay-Z? Нет. Денежка? 99 Problems and что-то там... 99 Problems and Beach Ain't One. Да, она. Это на английском не считается, мат это цитата была. Не важно, Вообще, короче, кстати, песня Бейонсе есть There is Lesson, которая мне казалась в стиле да, кантри как раз. exactly, но это очень узкие. О май гад, ты что, это был проблеск? Это просто сейчас свет, знание поп-культуры от Ребекки. Окей. И прикольно, что в треке, который Джолин перепела, который изначально Долли Партон, перед этим ей аудиосообщение записывает Долли Партон, и его сделали отдельным треком, где она говорит «Hi, this is Dolly», типа, и она ссылается как раз-таки на Becky with the good hair, я забыл, как песня называется, на «Лимонаде». Я тоже. Я ее и не знала. Короче, что? Я знаю только вот этот кусок, я не знаю ты не даже, как песня слушала называется. песню? Не. О май гад, ты что, не смотрела «Лимонад»? Нет. О май гад. Короче, да, и советую очень сильно всем тогда посмотреть «Лимонад». Это подкаст про насмотренность, чуваки. Тут, видите, это новый альбом Бейонс, сколько выдает информации. Кайф, яс. Хотел что-то сказать еще про альбом Бейонс. Мне нравится, что это несет в массы культуру кантри, и мне вообще в целом вся эта эстетика очень нравится. Ну, то есть я сегодня даже казачки надел, вдохновившись всем этим. Кто-то не поймет, это совершенно... Я вас понимаю. Я вас тоже могу понять. Это не... Ну, я не окей. Я не... Ну, на меня не нужно. Я человек творческий, на меня равняться не стоит. И еще визуалка очень странная к альбому. Здесь хотя бы, слава богу, что постарались, в отличие от Ренессанса, потому что здесь хотя бы что-то можно посмотреть. Там есть какие-то гифы. Ну, это просто гифы, реально. Там ничего не происходит. Там Бейонс 3 минуты подходит к зеркалу. Челлендж. Просто подходит, и песня идет на фоне караоке, можешь ставить, петь. Есть одна крутая песня, она, по-моему, «Спагетти» называется, не хочу смотреть, лень. Очень крутая песня. Она офигенная, потому что там Бейонс вдруг... Я Бейонсе. Да, я тебе отвечаю. Ем фрикадельки со спагетти на ферме. Ну, это Прости, я вот так альбом этот весь представляю, типа. Нет, это что-то было какое-то даже церковное чуть-чуть. Это не такое, да. Но это не, вот это не прям, это не госпел. Я к этому. Я думал, я пел в стиле кантри сейчас. Ну, хотя, возможно, там что-то есть, какие-то моменты. Хотя нет, ничего там похожего вообще нет. Для меня просто, типа, чтобы вы понимали, кантри — это дядюшка Пекас из Том и Джерри, который «Scramble!» Это было «I'm a scat man». Это уже другое. Ну, короче, вот для меня вот это true country. Ну, короче, это, не знаю, whatever. Тейлор Свифт — это кантри. Да, кстати. Что? Тейлор Свифт кантри. Окей. Ну, кстати, вот это реально очень у нас петербургская работа. Вот люди в Петербурге, мне кажется, все подкастами занимаются. Закрой вот эту хуйню. Блин, эта штучка коричневая, там, где дымится, она погаснет. Это специальная штучка для тушения свечей. Ой. Так, погнали. Я уже, кстати, взял 5000 следующих просто, ну, на всякий случай, я их уже держу. Кидай в Чтобы банк. уже- Да, нет, не хочу вперед платить. Тейлор Свифт, кантри. Короче, в этом что-то есть интересное, что-то прикольное, возможно. Не понимаю, что, но... Ну, правда, кантри, я такой, нифига себе, там какая-то отдельная музыка, она вся разная, потому что для меня это все один был мотив всегда. В этом тоже что-то есть интересное, как эту культуру вообще будут смешивать, как она им будет интерпретировать ковбойский образ, потому что там такой прям
поп-арт с ее обложкой альбома, она там в американском флаге гонит на лошади опять, естественно, это уже классика. Бейонсе просто арендовала лошадь, все, лошадь копирайт Бейонсе. Все, точка. Точка. И Точка. точка. И точка. Так, дорогие друзья, мы уходим на рекламу, вернемся после перерыва и продолжим. Моды пока. Начало лета – идеальное время для того, чтобы пополнить свой гардероб и заодно порадовать близких. За широким ассортиментом и акциями лично я захожу на Мегамаркет. Тем более, что там представлены бренды разного ценового сегмента и те, что ушли из России. В этот раз я закажу такую желтую футболку Поло, классические кроссовки с вечно актуальным силуэтом и вот такие базовые шорты. Доставят мне все это бесплатно. Ведь у Мегамаркета бесплатная доставка по клику в 118 городах России. После нажатия кнопки «Вызвать курьера». И моды пока. Так мы не писали? Нифига, классно. Блин, просрали контент, ну ладно. Да, я рассказывал про брекеты. Теперь. Ребек, отвалила. Ну не надо. Это круто, конечно, но может стать слишком щедро. Дайте хотя бы, не всю пачку, я усмотрю. Ребекка доказала свою правоту, потому что, оказывается, 99 проблем — это не оригинал у Jay-Z, это сэмпл. Прикиньте, вруби сэмпл, там нам 4 секунды можно в Ютубе. А включи теперь Jay-Z. И прикиньте, это же самый известный трек Jay-Z. А я не знала, Круто, что круто, Джизи круто. вообще его пел. Не знаю, это кантри, да? Да, это прям Прикиньте, кантри. и вот это муж там тоже в этом участвует. Офигенная информация. Спасибо, Ребекка. Да, пожалуйста. Ну что, к главной теме нашего выпуска. Мы подобрались к главной теме нашего выпуска, дорогие друзья. Пилотного. Это... Потом убирать это все, зачем я это делаю? Значит, это сериал «Медведь». Так, Никита, ты смотрел? Да, конечно. Ты 2 я сезона нет. смотрел? Конечно. Значит, вышло 2 сезона, как вы поняли только что. Он вышел, это «Медведь» по-русски, на английском «The Bear». И он много где есть в России, он есть на Рутюбе, еще где-то, короче, на Кинопоиске, он тоже, по-моему, есть. Короче, он в доступе. Молодой шеф-повар возвращается в Чикаго, чтобы управлять семейным рестораном. Сюжет тревожный очень. Сериал, потому что там постоянно кипит работа, постоянно геморрой у героев, какое-то ничего не выходит, и ты уже орешь на экран, прям нервничаешь и переживаешь. Какие-то орал на экран, когда смотрел? Конечно. Тревога это передается тебе реально. Нет, было такое Есть ощущение? такое, да. Чисто сериал расслабиться, да? Да, на расслабон. Поэтому если у вас есть какая-то тревожность, или вы чувствуете тревожность во время сериала, наверное, не надо его смотреть. Но при этом есть огромное количество плюсов, про которых мы сейчас будем говорить. Погнали. Рубрика «У меня все хорошо»? Гоша, у тебя все Вот хорошо? всё хорошо. Все хорошо, едем У дальше. нас все хорошо. У нас все хорошо. Джереми Аллен Уайт, известный вам, возможно, как лицо трусов Кельвин Кляйн этого года. Я прям хотел, чтобы ты так сказал. Да, человек, который просто разорвал всех рекламных кампаний, где он на крыше в идеальной форме, потому что он еще, кроме The Bear, снялся в «Стальной хватке». Это мы про него поговорим в следующем выпуске. И он, оказывается, еще играл в сериалу «Бесстыжие». «Бесстыжие». Shameless. Короче, Ну. я прям специально проверила, он снимался в американской версии И Shameless. ты его не помнишь? И я его почему-то... Не, ну я потом уже вспомнила, когда я просто не знала даже, как он выглядит. Я не смотрел. Что, у Шеймлинс несколько версий? Да, Да, есть есть русская. он. Фу, русская. Русская, наверное, тоже есть. Да, реально. Да, есть британская и американская. Я Там смотрела разные актеры, как американскую. «Офис». Да, Знаешь, «Офис». «Офис 2»? Нет, я не знал, «Офис» оригинальный в Британии сделан, Да. но популярно он стал в Америке. Да, Вау. реально. Так что есть еще какая-то чуть ли не японская версия. Или я Ну, не выдумал. знаю. Так, интересно очень. Нет. И он там на 11 лет играл в «Бесстыжих». 11 лет. Вы можете представить себе в сериале? Таких много. Да, и таких, оказывается, много сериалов. Но мне казалось, что 11 лет — это прям для сериала дофига. А ты «Игра смотрел сам престолов»? сериал? Нет, «Бесстыжий» 0. Офигенный сериал. Да, все про это говорят, но мне что-то лень. Там нет эстетики, Ну да. скорее всего. Вот чем мне не хватает. И поэтому я не хочу погружаться в такое. Ну, 5 сезонов можно посмотреть, дальше, наверное, уже нет смысла. Ну, может быть. Но у меня есть такие сериалы какие-то культовые, которые я не смотрел, но все советуют, типа вот «Отчаянные домохозяйки». Ну, Топовый вообще. он супер смешной. Ты смотрел хоть раз? Нет. Короче, это реально офигенно смешной сериал. А он смешной для всех будет или типа для конкретной Это аудитории? вообще в какой-то момент это триллер. Ну, я не знаю. Да я смотрела его весь. Но нет, он мне не показался триллером. Но ты его весь не смотрел. Ну, согласен. Я смотрел Best. Я так много контента, на самом деле, смотрю. Типа Бестик в YouTube вбиваешь. Типа да. Best of American Housewives.
И все, смотришь так, зачем смотреть целый сезон? Что за бред? Короче, 11 лет он играл в «Бесстыжих», и все. Вот это только такой вот интересный момент. Еще мы недавно, ну, там же я узнал, что он снялся в «Муви 43». Ты сделал «Муви 43»? Да, я Мы смотрел. с Бекки начали пересматривать, но это прям жесть. Ну, типа, это отвратительное Ужас, да. кино. Это просто отвратительное кино, но оно до такой степени круто отвратительно, что я вам его даже посоветую. Ну, то есть это прям эксперимент над вами, насколько вам будет комфортно это смотреть. Потому что это самая тупая комедия в мире, которую я смотрел, это она. Но мне еще нравится, есть еще луковые новости, но там чуть Но меньше я вам не жести. советую ничего смотреть, что рекомендует Ребекка, потому что, ну, ее рекомендация, она мне посоветовала фильм «Меню», дорогие Я тебе друзья. не советовала. Да, о май гад, докажи. Чеки есть? Нет чеков. Короче, да, друзья, никогда не смотрите фильм «Меню». Это самое худшее, что со мной происходило в мире вообще. Джереми Эллен Уайт вообще сейчас герой года. Абсолютно, потому что он получил все награды мира, какие возможно. У него Эмми, Золотой глобус и вообще невероятные отзывы от критиков, потому что Hulu вообще не ставили ничего на этот сериал. И создатели вообще об этом не думали, потому что они рассчитывали только на аудиторию, которым интересно приготовление. Просто инди-сериал. Это реально инди-сериал, в данном случае не страны, Ребекка. То есть они думали, ну, как бы выходит, что-то и выходит. И он просто всех разорвал. Это самый просматриваемый сериал, который создавали FX. Чем крут сериал, да? Кому, может быть, он будет интересен тем, кто любит классный монтаж, потому что монтаж фантастический. Монтаж — это, короче, типа, это второй режиссер. Это главная монтажа. вообще фишка сериала. Это, Да, что это просто... Я постараюсь без спойлеров, Ребекка. Ну, типа, все до Да, такой очень степени... Миллион фотографий еды каких-то возникает. Еще что-то. Ну, то есть ты прям в стрессе, потому что он довольно клаустрофобный, фичный, не знаю, как сказать. Это много. Я вот слушал критиков. Прикиньте, есть классный подкаст у Кинопоиска. Он не очень почему-то популярный. Он есть на всех платформах, и у них есть там 2 выпуска про «Медведь». И если вам интересно глубже, но это уже после того, как вы просмотрите, вообще изучите, понять культ, почему так он выстрелил и так далее. Есть несколько статей, которые я тоже нашел, но не буду сейчас уже их открывать. Я их тоже опубликую в телеге, наверное. Каждый раз, когда выпуск будет выходить, я буду все, о чем говорил, делать отдельный пост и закреплять в телеге. Так что все это еще можно будет в телеге смотреть вам, чтобы вам было удобно, как ваши заметки, потому что по факту рассказываю то, о чем я там пишу. Я публицист. Там, значит, офигенная вообще динамика и напряжение. Я это сказал. Актеры. А вообще, что актеры сюрпризы какие-то офигенные. Для меня открытие совершенно этот Джереми Аллен Уайт. Он офигенно сыграл там. Тут это про кухню, про то, как на ней очень стрессово готовить, как сделать ресторан, но при этом это вот вся история коллектива, но при этом у коллектива у каждого есть своя история. Ну, наверное, так строятся многие сериалы, да? Всем привет, мы изучаем сериал с Гошей Карцевым. Но, да, такой тупой, конечно, ребята. Но вот для этого подкаст сейчас как будто бы нас спасет. Наивно, да? Человек пытался себя спасти, ну и стать лучше, завел подкаст. Зачем? Короче, мне очень сильно повезло, что я смотрел его со своей подругой-шеф-поваром. А она проходила обучение в Мишлене. И она стажировалась в Мишлене. И она такая крутая, чтобы она хотела в какой-то момент, она в Америке проходила обучение, и она работала в ресторанах, о которых говорится в этом сериале, прикиньте. Круто, круто. И там же много всего, что понимают только профессионалы. И все рестораны, и вся вот эта высокая кухня, Мишлены и звезды, про то, что они говорят. И Нома ресторан — это все реально существующие места в основном, да, или они все понимают, про что это за конкретное место имеется в виду, и что все, кто очень сильно любит еду и в ней разбираются, для них это просто кайфовый сериал. Поэтому если вы вообще как-то, процесс готовки нравится, вы знаете каких-то известных поваров или еще что-то, это 100% ваш сериал, потому что это именно про внутреннюю всю кухню, которая на самом деле гораздо сложнее, чем многим кажется. Она очень жесткая. Абьюз на работе. Абьюз на работе, да. И на самом деле у меня такой же был жесткий начальник. Все начальники, с которыми я работал. Да, возможно, именно поэтому я жесткий, потому что у меня были такие учителя, все главные люди, которые меня наставляли, они все были просто жесткие. Один курил нам в лицо на собраниях постоянно. А сейчас ненавидят и рассказывают про меня легенды. Ну, то есть, короче, это типа... у меня не было других примеров. Это круто, я люблю такое. Я такое не люблю, потому что я этим не горжусь. Мне бы хотелось так сильно не орать на работе. Но я как бы стараюсь. Ну, конечно, я не до такой степени прям жесткий, как, наверное, там. Там много хорошего. И ты так сильно роднишься с героями, что ты прям за них очень сильно переживаешь. Второй сезон просто восторг. Он на 60% популярнее первого. Прикиньте, это крайне редко бывает, какие-то такие невероятные цифры, можете, примерно. Там офигенная есть рождественская серия, специально она идет час.
спешл типа новогодний, и это просто одно из самых стрессовых вообще видео, которых я смотрел в жизни. Мне было так плохо, просто морально, вот реально, того, что ты находишься в центре скандала, и на протяжении часа тебе все просто, ты вот испытываешь все, что они испытывали в этот вечер, и тебе прям тяжело. Потрясающие специально приглашенные гости во втором сезоне. Я не буду спойлерить, кто это. Не смотрите, не читайте. Вы будете офигенно удивлены, потому что там есть люди, которые приглашены на 15 минут, и их камео просто вот так вот. Просто офигенские моменты есть. И круто понравилось. Короче, очень сильно. Я всем его супер советую. Я читаю, что очень... Очень сильная режиссура монтажа в сериале, которая на самом деле очень сильно его и спасает, потому что если мы, например, будем разбирать его визуальную часть, то он снят довольно просто. И это тоже играет свою роль, Да, потому да. что они именно монтажом очень сильно управляют твоими чувствами и отправляют тебя на карусель эмоций. И режиссура монтажа — это реально идеальный пример, как вот нужно управлять эмоциями зрителя. Вот это хотел добавить. Продал Спасибо. сериал. Да, правда, Купили. правда крутой сериал вообще. Мой любимый герой — это Ричи. Ты понял, кто это? Да, брат, он который- просто, он такой, ты просто его А ненавидишь. как круто они его вообще... Не надо спойлерить Прости. ничего, да. Убили во втором сезоне, в первой серии. Спасибо. Вот офигенный саундтрек. I hurt myself. Ты меня понимаешь, да. Там Рэм, например, знаешь, такое R.E.M. группа, или Radiohead. Да. Там нет конкретного трека, который связан с окей. сериалом, там просто очень крутая музыка используется, в основном такая рок. Круто. Это тоже дает свой вайб, и Чикаго, конечно, там офигенный. И чувак, который работает на электрике, он, помнишь, такой, который чинил там все Да, время да, всякие? да. Он же- Он на самом деле популярный канадский шеф, телеповар и гастрономический консультант. У него 2 подкаста. Чел книги Ой, не выпускает, что-то там насколько делает, я да. знаю, да, он Да. очень популярный. И он не готовит в сериале вообще. Вот это Прикиньте. круто. И он вообще там не прикасается к еде, все остальные, они учились готовить, и у них там были специальные шефы-консультанты, которые разрабатывали меню, и к еде там очень много приколов потом, потому что на самом деле в этом заведении готовят довольно простую еду, но пытаются ее готовить на уровне Мишлена, то есть там такая суть, что мишленовский повар реально пытается, просто какую-то забегаловку, кафе превратить в что-то прикольное. И он там эти правила пытается отстроить, и там вообще про как сложно быть в коллективе, который тебя не принимает, какие-то такие Как штуки есть соединить в интересные. целом два разных мира, которые существовали до и могут после, да. и имея за этим историю. И получится, и ты переживаешь, за героев, и у них у каждого свой геморрой, и там вообще просто прикольный сценарий, если честно. Будьте аккуратны, если вы впечатлительны картинкам еды, потому что у меня такого не было, но я услышал ребят на Кинопоиске, они говорят, что он хотел все время есть. И он про отношение к еде, к высокой кухне. И это, на самом деле, довольно крутой момент. Что произошло? У нас появляется еще одна рубрика. Вау. Это мнение специалиста. Я попросил Ксению, мою подругу, собственно, шефа, который знает всю эту мишленовскую кухню, рассказать... эти казаки вообще нахера я их отдел? Пам, бабки в банк. Фу, неприятный джингл, поменяйте. Мы как раз выберем пока. Поменяйте на другую мелодию. Ксения вообще потрясающая. У меня есть подруга, она живет и готовит в Нью-Йорке. Она готовила Брэдли Куперу и вообще офигенно. Делает... Она частный шеф, она готовит в Нью-Йорке всякие ужины, еще путешествует и рассказывает. И я у нее спросил, чего вообще какие-то штуки, потому что когда мы с ней смотрели, это было супер интересно, мы останавливали, и она говорила, что вот эта сцена значит на самом деле. Не знаю, она сейчас расскажет нам про стакан или нет, потому что там очень-очень-очень много пасхалок для людей, которые работают в индустрии еды, которые мы не понимаем. Это круто. Это И круто. мы прямо нам немного объясняла. Не знаю, что тут будет. Я попросил ее матом не ругаться, потому что мы, конечно, общаемся примерно как на кухне. Там было еще смешно в сериале «Fuck your chef», «Fuck me chef». Это мем офигенный. Звучит странно, да, окей, я понял. Классный очень сериал. Держал меня сколько там... Так, слушаем на 2. Он работал до этого в Мишлене, и попасть в такой ресторан, в который он попал, это полный крах. И я, конечно, за него переживала, и в какие-то моменты думала, уже можно плюнуть на все и просто уйти. Типа, что Ну, там потому это что сложная там, задача для конечно, повара такой из Мишлена, хаос реально. показан. Просто вообще трэш. Он недопустим в полнейший. Мишлене. В Мишлене все супер организовано, детально.
потрясающая иерархия ребята, ну, такие друзья. существует между Иерархия. шефом, сушефами, поварами, официантами и так далее. А здесь, конечно, все делают непонятно что, очень грязно, что вообще неприемлемо для Мишлена. Да, В там Мишлене ужасная кухня ты была. убираешься несколько раз за день, при этом ты моешь кухню конкретно с мыльным специальным раствором, потом дезинфицирующим раствором, и моешь ты не просто вот так протер тряпкой, ты полностью убираешь все со столов, Прикиньте. полностью достаешь все из холодильников, понимаешь, да, и меняешь все контейнеры и все наклейки. То есть это еще часа То есть два ты после не можешь работы, ты наклейку убираешь с рабочее контейнера, место. например, старого, в котором, да, еда, это обычно такие пластиковые контейнеры, существует тейп, наклейка, да, ты ее отрезаешь. Отрезать нужно очень аккуратно и ножницами только, потому что если ты ее отрываешь, и она неровно выглядит, это считается неуважение к своей работе, и тогда ты Прикиньте, получаешь там- пилюлей со стороны сушефа, когда он ходит, проверяет, чтобы все было классно. Вот, и тут этот человек приходит. Да, я вам сейчас расскажу эту историю, да, ты вспомнил? Да, там же была Про- сюжетная линия. Там не вначале. сюжетная, там была одна сцена. Короче, заходит чувак, просто вообще, она идет, 10 секунд сцена. Вот выходит чувак, это не имеет никакого отношения к сюжету. Вот так выносит белый большой стакан и говорит, пожалуйста, ребята, не делайте так, не ставьте стаканы с наклейкой. Зачем? И все. И он такие, да, окей, есть шеф. И они уходят. И он уходит. И все. Интересно, что это. И Ксюша в этот момент говорит, ты не понимаешь, как, тебя разнесут, если ты так поступишь. А теперь расскажу очень классную такую историю про голубой фартук. Голубой фартук, это Этот прикольно. Расскажу У них у историю. всех. Когда я работала в Мишлене, у Нет. нас, все знали, что такое голубой фартук. Вы слышите? Его получают люди, которые работали в 3 звезды Мишлена, в том числе у Томаса Келлера. Три Томас Келлер — это очень звезды. крутой шеф. У него один ресторан называется Френч Лобби, который находится на Повале, а другой называется Персе и находится в Нью-Йорке. У каждого из этих ресторанов по 3 звезды. И у него еще есть бейкери, называется Бушон Бейкери, и вот как раз я в ней работала. Так вот, когда я работала еще в Сан-Франциско в ресторане, мы все обсуждали вот этот голубой фартук. Я не могла сначала понять, что происходит, потому что я только закончила кулинарную академию, я еще не была внутри понимания всего этого. И считается, что если кто-то приходит, на какую-то позицию сушефа в ресторан, и у него голубой фартук, то это супер круто, значит, он работал у Томаса Келлера. Конечно, этот фартук чисто теоретически можно пойти и купить онлайн. Но это абсолютно не то, нежели когда ты заслужил этот фартук. Это считается такой гордостью. И вот потом, когда я работала в Бушоне, мне дали этот фартук, и мне его подарили в конце. А, кстати, вот еще очень интересная тема. Когда ты приходишь, тебе дают этот фартук под расписку. И ты говоришь, что если ты потерял, ты выплачиваешь за него деньги, а если ты уходишь, увольняешься с ресторана, ты просто возвращаешь этот фартук. И вот когда я уходила из ресторана, мне подарили фартук. Я, конечно, была безумно счастлива, и это для меня такая гордость и напоминание каждый день, и каждый раз, когда я работаю, это просто супер круто. То есть это такое honor иметь этот фартук. Прикиньте, да, просто, вот так вот заморочено. Не все. Она, когда рассказывает про этот фартук, она прям, у нее даже глаза становятся мокрые от того, она до такой степени любит еду, и для нее это культ. Она работала поваром в бейкере в одну из, у супер крутого мишленовского повара. И она, и то, что ей его отдали как символ того, что мы гордимся тобой, тем, что ты у нас работал, мы гордимся тем, что ты у нас работала. И она говорит, они там с сушефом ревели, когда расходились. И это вообще топовая тема. Что? Забыла слово. А тебе не интересно, потому что не смотрела? Я не смотрела, ты такой, да, прикольно. Ты не понимаешь, да, если ты не смотрел? Отстой. А ты понимаешь? Я понимаю. Хорошо, а принципы Мишлена ты знаешь вообще? Я никогда не знал, что есть такие истории про фартук, например, и Нет, то, что я их про там не знала. дрючат, как в армии. Я думал, что они туда все приходят, такие навеселее, и на мажоре раскладывают палочки корицы на десертах. Даже грубо в говоря. мультике «Рататуй» было показано. Даже в мультике. Даже там было показано Аргумент принят. строгость вообще кухни и дорогих ресторанов. Я вообще не помню этот мультик, кроме того, что там крыса у него под колпаком. Там вообще это Даже в показано. мультике. Даже в мультике реально просто железные аргументы. Просматриваясь, Ксюша, этот сериал. Про что мы все говорили? Как дают звезды Мишлена? Вот я Да. к этому. Просматриваясь Ксении сериал, она начинает мне рассказывать про ресторан Нома, который в Копенгагене. Это он был очень долго номер 1 в мире. Это самый крутой ресторан по всем возможным показателям, понимаешь? И она так что-то долго рассказывает, и в сериале человек едет туда учиться, это такой спойлер, вы даже не поймете, кто. Вообще все, что снято в Копенгагене, тоже очень круто передает атмосферу. То есть, прикиньте, еще появляется новый город. Мало того, что появляются новые актеры,
очень уместно, то во втором сезоне еще появляется какая-то география всего происходящего. Это тоже интересно подает сериал. И она описывает мне этот сериал «Нома», где вот этот герой там, собственно, тусуется. И тут я понимаю, что, оказывается, какое-то количество лет назад я был в Копенгагене. Я был в пресс-туре в Копенгагене на неделе моды. И там я был на показах Копенгаген, вот этих всех брендов прикольных на выставке. И там было супер. Во-первых, самые красивые люди на Земле вообще. Просто двухметровые арийцы, загорелые, с белыми волосами, голубыми глазами. Я такого вообще не видел. И просто идешь, там все Синди Кроуфорд, например. Просто все. Вот типа «Добрый вечер». И она его описывает, я говорю, я там был. Мало того, я вспоминаю, что у меня есть оттуда влог, но он скрыт на Ютьюбе. И я начинаю, типа, судорожно смотреть. При этом я уже это вспоминаю, когда мы расстаемся. И я потом только ей рассказал, я присылаю видео, не знаю, может быть, мы доставим его или нет, как я просто ем, и я не понимаю, что я ем. Ну, нам говорят, мы сейчас съездим, короче, в какой-то классный ресторан, и у нас там есть сет-меню, туда не попасть, туда запись за 2 месяца, но для вас забронирован столик. Реально, 2 месяца очередь. Прикиньте, в ресторан, чтобы сходить поесть. Просто меня бесит в целом в ресторане любая очередь. А когда 2 месяца ждать? Чего? Мы садимся, и мы там с молодежной тусовкой санкт-петербургских деятелей, и нам вот это вот все сет из 10 или 12 блюд подают. И я помню, что там были какие-то дохлые яйца, какие-то червяки между листьями, что-то. Нам подавали топленое, выжженное молоко с лепестками роз. И я просто в какой-то момент беру этот сет, беру реально такую плоскую чипсу, на ней кучу сушеного роз, и я вот так вот и принесу, и просто начинаю угорать, и чихаю, и, ну, типа, сдуваю все розы просто во всем этом мишленском ресторане. Где все таки типа, 2 месяца туда собирались вокруг нас. Я просто в футболке, а что из H&M? Я вот так вот, типа, стол весь в этом говне. Типа, и она просто угорает, говорит, ты вообще, прикиньте, человек мечтает туда попасть, и, по-моему, даже закрылся, но это не точно. А я в нем был, и я даже вообще не понял, что со мной происходит. Я не понимал, что такое Мишлен и что это за experience. Ладно, 5000 кладем. Ребята, вы загореть можете, интересно? Хотелось бы. Короче, слушаем дальше, да, что там происходит. Короче, я был, прикиньте, в мишленском ресторане, в котором происходит действие частично. Прикольно. А ты? Я из теремка сегодня ел Я утром. тоже ел из теремка. Блин. сегодня. Теремок, реально. И я, знаешь, почему еще... А как тебе, блин... А, ты не пробовал Я же еще не пробовала, да. Прикиньте, Ребекка никогда не ела теремок. Can you? Ну, кстати, блин, лучше свежими. Спасибо за совет по жизни. Это вообще советик для всех, друзья. Рубрика «Полезный совет». Блины лучше есть свежими. Свежие. Едем дальше. Это будет в моих карточках, которые... Надо выпустить эти карточки с моими тупыми фотографиями, отвечаю перед фотошопленным. Там будет, блин, лучше есть. Дорогие друзья, мы же все друзья здесь. Пожалуйста, пишите в комментариях лучшие цитаты, лайкайте и голосуйте. Мы в конце сделаем, когда там какой-то юбилей подкаста будем праздновать, если он станет успешным. Это вот потрясающе, то, что здесь мы создаем. Просто сложно подсказать. Возможно, это последний выпуск. Реально, возможно, это Последний и сразу юбилейный. юбилейный. Продолжаем. Всегда вот это тоже показано, и у него этот синий фартук. И это все очень, знаешь, у меня откликается. Я внутри, уже потому что забыл про нее. Деньги в банк. Ты достал, Никита. Да, Никита, остановись. Ну, как бы из всего сериала, который я поняла, я так понимаю, что он работал как Я раз буду вас заставлять платить. Это, слушайте, так как это юбилейный выпуск, я плачу только на нем. Все. Дальше все сами скидывайте сюда, в эту ведро щедрости. Ну, вообще, это очень здоровский сериал. Если ты заметил, я даже сейчас, когда рассказываю, у меня так все внутри будет. Валера, ну Я очень давай, люблю блин. эти серии. Ваши деньги. Бэнг. 2 раза. Сообщение. Как нож. О, вот нож. О, нож. Это, ну, я не знаю, с Это чем важно. сравнить. Это, ну, во-первых, начнем с того, что ножи безумно дорогие. Я как-то, ребята. Если вы думаете, что у меня классные друзья, но у нас тусовка абьюзеров жестких. Ксения такая же у меня чокнутая. Очень любит свое дело, и когда я ей как-то ассистировал в готовке, когда мы вместе жили в каких-то путешествиях, ребята, ес, шеф там полный, там, говорит, быстрее меси соус, он сейчас загустеет, ты гонишь вот так вот. Как ты это режешь, ты что? Или я ей показываю, иногда я отправляю кружки своих гениальных рецептов. Она во мне полюбила любовь к готовке вообще в целом. То есть я через нее зашел в готовку. Вот мне прям это типа стало интересно, как, например, ты, я надеюсь, в культуру. Тут нет шансов. В фильме Ребекки рассказывал какие-то поп-культурные истории.
Шаде, она не знает, кто такой Шаде. Ты Да, то можешь есть, представить? Это ну, из последнего. Типа мы вот реально все время так время проводим, он просто читает мне лекции. А в чем она должна разбираться? В сварке? Я не понимаю. Типа, какие... Да лучше, подожди, но она разбирается там в чем-то своем, не знаю. Она в Великобритании училась, я не знаю, чему Она там в их учат. Великобритании разбирается. Вот, да. Она эксперт по Отстаньте от UK. человека, все. Все, она, слушай, кстати, она у нас будет приглашенная. Она будет приглашенный гость. Из Великобритании. У нас сегодня приглашенный гость из Великобритании. Здорово, мужики. Гош, ты сказал «Ра». О, я не сказал, я сказал «ра». Из-за тебя я заплачу 2 раза. Спасибо. Как мне нравится этот оборот, который начинается просто. Финансовый оборот мне очень нравится. Слушайте, друзья, ну, пожалуйста, можно уже как-то... Возможно, это последний раз. Ну, типа, это юбилейный выпуск, ребят. Мы посмотрим. Не то, что я прям, да, скряга, но это будет... Я очки так поправила. Это мне- это что Мне ты их подарили, я их скряга. себе не покупал. Ну, так, whatever. И все, не знаю, что, не хочу с вами разговаривать. От $100 и выше. Есть ножи, которые стоят $400. А, ножи. Короче, это человек, который путешествует с ножом. Она последний раз вылетала откуда-то с ручной кладью, и она говорит, я вообще не понимаю, как меня пропустили, потому что у нее вот такая с собой ела. Я не знаю, это матное слово? Я засчитаю. Вроде не, хотя я, я за банк. Неважно, короче. Вот такой вот нож, который... И я как-то случайно на кухне, она говорит, ну там помоги мне что-то сделать. И я просто что-то, знаете, типа хлеб режу ее ножом. Друзья, вы бы видели этот взгляд в мою сторону. То есть я был уверен, что сейчас меня оторвут мизинец реально ножом. Мне этим же ножом его и отрубят. Потому что там такое. Я чуть ли не на коленях потом извинялся. Она с этим ножом, как меня, как этот... Как рыцарь. Рыцаря, да-да-да. Брала меня в Камелот. Я вам отвечаю, что там такой процесс идет. Просто трэш. Они просто конченые. Как-то она мне говорит, Ксения, история про мою подругу, которую мы служим, она офигенная. Я ее просто обожаю, просто ей нужно чуть-чуть отдыхать, да? Ну, чуть-чуть, как бы всем нам нужен терапия. Ксения занимается своей терапией, потому что, она прям супер талант, я в нее супер верю, как у всех своих друзей, но она все время забывает об этом. Ну, то есть, вот, типа, ей все время приходится об этом напоминать, что она гениальна совершенно. Я обожаю людей, у которых, вот как у Джереми, как у всех, которые в сериале, мы про сериал тут все это рассказываем, они обожают еду. И примерно насколько обожают еду, как-то мы в отпуске, да, я решил пожить вместе вдруг с Ксенией. Я подумал, прикольно, что она шеф-повар, у меня будет всегда вкусная еда. Это реально очень большой плюс дружить с шеф-поварами, которые учились в Мишлене и работали. Она как-то говорит, поехали хлеб купим. Я подумал, какая классная идея. Мы выходим, и мы час едем за хлебом в другой конец города. В другой конец города. И час едем назад. Как бы время уже полдень, да, как бы, а мы в 9 утра встали позавтракать. Уже время обеда. Уже время обеда, а мы все хлеб везем какой-то. Естественно, вот такие приколы, конечно, они иногда... Бывают, в них есть негативные моменты, потому что тебе срочно нужно найти подснежники где-то. Ну, как-то, да, она говорит, я хочу там вот определенную рыбу. И мы едем на рынок куда-то, за этой рыбой, она на нее выбирает. Это, короче, это that's a lot. И вот про этот нож реально, ну, то есть это для них просто как, ну, типа, ты берешь инструмент человека, ну, музыканта, там, гитару музыканта. Наверное, это, типа, не очень. Или... А у тебя что такое, кстати, можно взять? Ну у меня есть просто предметы, которые у меня есть ножницы, которые я ненавижу, когда трогают. Ножницы так банально. И вешалка. Ножницы и вешалка. Мне интересно. Я пытаюсь просто отдышаться. Ребят, это, работа как бы у нас, такая, да. Ладно, послушаем дальше. Туристический корабль, есть ножи, которые стоят $1200. $1200. 120 тысяч нож. Этот нож, для него есть такой специальный кавер, такой деревянный, Cover? японский, он как раз сделан в Японии. Люди, шефы, их нож, это нереально важно, это их детище такое, которое никто не может... Детище нож. Кому не дают. И ты, когда работаешь в Мишлене, это всем очень ясно, все приходят со своими ножами на работу. Ого. Ты не можешь без разрешения, просто не можешь взять чужой нож и начать там резать апельсин. Да. Вообще нет. И вообще, в принципе, ты даже и не можешь попросить. Но бывали такие случаи, я не знаю, кто-то просил, но даже на моей памяти, я, может, один такой случай помню, и там кто-то, если дает, он над тобой стоит и смотрит. И тут тоже классно показано, и когда он ей дал, кажется, свой нож, я уже просто смотрела какой-то период назад, я начинаю чуть-чуть забывать. Да, прикиньте, он свой инструмент доверяет там поваришке. Кисти, наверное, да. Поваришке. И вот Спасибо за спойлер, это мы не сможем поставить, слава богу. В общем, сериал классный, кайфовый. Я вообще обожаю Ксению за ее любовь к работе. Вообще обожаю людей, конченых на работу, потому что я такой же, конченый, прикиньте. Мне кажется, это классно, поэтому мне так понравился сериал, что, возможно, я вижу человека, который обожает свое дело, и он может реально входить в неадекватное состояние от того, как сильно ему нравится работа. Возможно, я поэтому и абьюзер.
И интерес, что вызывает это к высокой кухне, потому что это, правда, непонятно. Я вот с кайфом, например, люблю теперь ходить в ресторан. У меня никогда такой не было любви. Я совершенно равнодушен к еде. Я люблю простую еду. Теремок, кстати, очень супер. И Ксения, которая в Мишлене работала, она говорит, что Теремок — это лучший фастфуд по качеству продуктов и еды, который существует в мире. Вот на её... В мире? Да, он говорит, ни один фастфуд не отличается таким качеством еды, как Теремок. Ого. А еще я вспомнил один прикольный момент. Я работал в ресторанах 2 раза или даже 3. И мне всегда везло, когда студентом был, мне всегда везло с людьми, с которыми я работал. Мне попадались классные вот в ресторанном бизнесе прям крутые команды. Ну, то есть там во всех остальных у меня были абьюзеры модно-креативных. А вот в рестиках у меня первый чувак, с которым я пришел в обычный какой-то ресторан, типа «Адмирал», я не знаю, назывался. Ну, понимаете, не концептуальный какой-то ресторан, но повар был офигенный, молодой мужик, 40 лет, с идеальной фигурой. И у него было очень много концепций, и у него была своя кухня, хотя там не был такой уровень ресторана, что нужно было прям кухня для шефа. И у него было очень много крутых принципов, потому что на 9 мая он всегда собирал ветеранов и кормил бесплатно. И он от нас требовал так, чтобы мы их обслуживали, как будто бы это самые важные наши гости, прикиньте. То есть он нам каждый раз говорил речь перед тем, как мы выходили на работу, перед большими там корпоративами, что вот я помню эту концепцию, что он сказал, что сегодня вам нужно получить максимум удовольствия и сделать очень круто для этих пожилых людей, чтобы они почувствовали нашу максимальную заботу. И это прям было супер круто. Офигенный мужик. И я так заработал на переезд в Петербург какие-то деньги. А второй раз я уже стал каким-то популярным довольно стилистом в Петербурге. И Пошел работать официантом. Да, и выгорел. И выгорел очень жестко на работе, потому что меня уже в какой-то момент меня знала каждая собака. У меня было такое ощущение, потому что мы делали так много модных тусовок. Я был королем. И тогда мне первый раз снесло крышу. Кстати, я очень рад, что тогда мне крышу снесло, и меня поставили на место. У меня прям была звездная болезнь в какой-то момент, прикиньте. Мы все держим под контролем в Сарумеле. И вот в один из этих, возможно, каких-то моментов я пошел, у меня ребята открывали рестораны. Этот ресторан, по-моему, существует до сих пор. Это такое кафе, оно называется «Общество чистых тарелок». Я говорю, возьмите меня, пожалуйста, работать. Я просто очень сильно устал от отсутствия отдачи в работе, что я не получал ничего. Мы делали какие-то съемки постоянные, какие-то рекламные, что-то. И мне хотелось что-то сделать, когда я сразу же увижу отдачу от моей работы сейчас. И я пошел админом, и мы открывали рестораны. Я работал месяца 3, может быть, в этом рестике, и я всю зарплату проедал там же. То есть я просто кайфовал. И иногда приходили люди, которые меня узнавали, я им выносил там какую-то еду, и они говорили, Гоша, а что случилось? Я говорю, нет, все в порядке, я в кайфе. Рубрика «У меня все хорошо». У меня все хорошо, у вас все хорошо? Да, все хорошо. А что, рекламная пауза? Да, Погнали. Модный подкаст. Ах да, не договорил. Еще на Мегамаркете действует повышенный кэшбэк бонусами Сбер «Спасибо». До конца июня до 50%. Так, за мою покупку вернутся более 6000 бонусов за кроссовки, футболки и шорты. Кстати, для подписчиков Сбер Прайм и Сбер Прайм Плюс выгоды будет еще больше. Порадовать себя любимых, друзей и родных будет приятнее с промокодом в тренде. Он распространяется на одежду и обувь. С ним вы получите скидку в размере 1000 рублей при первом заказе от 4000. Она суммируется с другими акциями. И еще помните, что онлайн-покупки не должны отнимать много времени и сил. Умное рациональное потребление – залог не только хорошего настроения, но и вашего внутреннего спокойствия. Ну а верный помощник в этом вопросе – Мегамаркет. Модный подкаст. Нетоксичный подкаст. Нахуй мы дружим. Ты просто... Это тоже под запись было? Ты просто достала меня. Новая рубрика. У меня есть подруга. Что? Ирина ее зовут. У Ирины есть бренд «Смерч». Она делает базу, футболки и худи, и, соответственно, мерч разным компаниям крупным. И мерч, и смерть. И мерч, и смерч. И у нее логотип в виде... Смерча? Смерча. Она, наверное, называется «Смерчинка». И, конечно, у нас с Ирой вообще тяжелая история знакомства, потому что мы сразу друг друга возненавидели. Но никто не помнит, почему. Где-то причины. 3 года назад что-то нас связало, или сколько-то годов назад. Она считает, что у нее нет никакой концепции, но у нее потрясающая концепция визуальная бренда, потому что у нее нет моделей. Она использует в съемке только своих друзей. Они не должны быть медийными. Это просто ее компания.
И мне очень нравится этот контент, который всегда делается очень случайно. Ну, то есть они просто все отдыхали в отпуске, как это все началось, и начали делать показы. Они были где-то на Шри-Ланке или где-то, и просто вдруг неожиданно решили устроить показ. И я могу сказать, что это лучшая Жакмю, которую вы себе видели. Хотя этот показ не про моду, он про моих друзей, эта история. Она все время думает, что нет концепции, потому что она всегда снимает это самый, ну, вообще, это прям у нее вселенная из друзей. Там все, ну, все плюс-минус из одной тусовки, все друг с другом общаются. И все локации, в которых проходят показы, это то, где мы находимся. Это, например, мы там вместе поехали отдыхать в Турцию, или там это квартира в Грузии, где мы постоянно тусуемся. Ну, это какие-то места, которые Лена может снять дома на день рождения, там делать какие-то смешные фотографии. Например, у нее на день рождения на себе сломала ногу, и вот как ее возили на скорой, она в смерчании вот такие фотографии выкладывает. Я обожаю контент, обожаю этот концепт, я обожаю то, как, ну, это до такой степени реально, на самом деле, сильная вообще визуалка. Ира в себя тоже не очень сильно верит, хотя я говорю, что это гениально, что она делает. Вот, и, собственно, тут возникла ситуация, эта история в их жизни. У нас есть друг, диск-жокей, Сальвадор Руссо, Кирилл, на самом деле, он, друзья. Ну, естественно, мы все понимаем, да, что какой Сальвадор. Ну, талантливый, потрясающий музыкант. Он есть в каком-то из видео, он даже делал нам для показа музыку и играл, специально написал музыку для показа дома, представляете? Там дома все делают показ. На самом деле это офигенно, потому что я участвовал в 2, и это прям событие для друзей. То есть, прикиньте, мы все целый день готовимся к показу. Мы знаем, что у нас сегодня съемка показа, и мы все, типа, к нему готовимся. А показ из футболок и шорт состоит. Ну, типа, или с худи. Просто какие-то разные вариации цветов, еще что-то. Тебе что-то не нравится, Никитос? Ты подыши пока. Да, я пока дышусь. Ты что, положи вначале? Ай, ну хватит. Это же за кадром, это не входит в монтаж. Нет, ну все, это в камере было. Боже, она была душной. Она выполняла свою I работу. put a spell on you. Прикинь, если бы это была твоя зарплата. Я очень сильно стараться буду, учитывая, что ты за меня тоже вкидываешь. Но вы можете стать спонсором зарплаты Ребекки. Мы можем в следующий раз купить банку, куда будем складывать замат по зарплате Ребекки. Если вы хотите помочь Ребекке, не переключите канал. Загорается Не супер. токсичный подкаст. И мы решили... Ну, это всегда так здорово, потому что у тебя прям события. Я обычно там выполняю какую-то странную функцию, сижу в своей одежде на заднем фоне. Ну, то есть это моя роль. Но Как это в всегда... подкасте, да? Да. Это сложная работа. Прости, а какая у тебя? Вот ты что, 2, что ли? Какая у тебя? Можешь назвать работа у тебя? Вот и, пожалуйста. Покажи трудовой в следующий раз договор и поговорим. Нетоксичный подкаст. И да, это не токсичный подкаст. Что просто сейчас самуиста изображал. Его разорвало до бедного. В общем, за это я уважаю. Мне написано, за что я его уважаю. Вот я вам сказал, за что я уважаю. Потому что мне кажется, это сильная визуальная концепция. Она очень смешная. В ней таится очень много крутых таится именно воспоминаний приятных. И это, правда, всегда смешное событие. Сейчас у него сняла новый, наверное, не знаю, вышел, не вышел лукбук. Они сняли дом, собрались со своими подругами, с которыми дружат со школы. И они сняли так лукбук в своей одежде. Просто сами себя. Круто, пожелаем ей удачи. Удачи Ирине, она большая молодец. Хороших продаж. В общем, пришли, пожалуйста, интеграцию, деньги мне. Мы не справляемся с количеством мат. Да. Она делает вельветовые костюмы разных оттенков. И, ну, это просто, представьте, вельветовая рубашка. Ну, светлая, бежевая. Такая цвета какао. Как мы как-то Какао. спорили. Какого она цвета? Цвета какао. Какао. Ну, хватит там ерзать. Я волнуюсь. У вас все хорошо? У нас все хорошо? У нас все хорошо. Когда команда ерзает, все ли у них хорошо. И, короче, Кирилл, Сальвадор, я сегодня его упоминал, уехал тусоваться куда-то, да, или кому-то, или к семье к своей уехал. И выкладывает дальше следующий контент. Этот контент у меня вызывает истерику. На ней он заходит в магазин типа Икеа и видит шторы в упаковке с дырками, с люверсами. Из точно такой же ткани, как рубашка на нем. Точно такая же ткань. Один в один. Это не то, что похожий материал, ребята. Это просто, 100% заметно, что это один и тот же материал. И мы просто полегли от этого, и она это пропустила. Мне пришлось ей долго пересказывать, потому что эти истории пропали, что было на этом видео. Потом она непосредственно мне это... Ну, короче, потом мы звонили Кириллу, что мы записывали кружочки, чтобы он нам прислал это видео. В общем, чтобы ей это все показать, потому что на слух это тоже смешно звучит, и на видео, и на фото это вообще просто умора. И он на видео выкладывает сторис, в котором вот такой звук. No, girl, for real. I mean, what the fuck? Просто сравнивает. It's exactly the same. What the fuck?
Он говорит, what the fuck, и мы просто начинаем играть. И дальше он нас добивает тем, что он записывает в 2 образах, которые он меняет за секунду, кружок, в котором он говорит следующий текст. Я смотрел этот кружок 8 раз минимум, возможно, 19. Hi, bitches. I'm from Italy. Yeah, блядь, я увидел, когда эту штору, я просто Два. охуел. Ира, ты чё, блядь, людям впариваешь? Пиздец, костюмы штор. Так, подождите, это было 7? 20-очку сюда. Нет, сколько раз? Мне 5. Гоша умрет, говорят мне мои друзья. Звони Мире Иванович срочно. У меня есть идея. Короче, я предлагаю, так как я обязательно хотел это вставить, чтобы она заплатила за этот мат. Я хочу ее уговорить. Ира, Добрый вечер. блин, ты не ешь никогда, когда со мной разговариваешь. Что я ем? Это вопрос, что ты ешь? Что я ем? Классная игра. Что ты ешь? Ира, окей, я спрошу Я этот ем поки. поки, естественно, ты поки ешь. Ир, значит, такая ситуация. Ты в прямом эфире передачи «Кто хочет стать миллионером». Так. Накануне вопрос. Кира орёт, Гош, привет. Да, им тоже привет. Накануне вопрос. Значит, дело в том, что мне пришлось для того, чтобы рассказать про твой бренд. Кстати, я думаю, что тебе придется, как-то, видимо, откатить меня за рекламу Смерча в моем подкасте. Да? Это сам, дорогие заказчики, просто смотрите, как я могу нативно делать рекламу, это, во-первых. А во-вторых, Ну и продавать. нативно ее продавать. Да. В следующий раз звоним куда? В «Газпром». Алло, газ. Просто пришлось включить видео с Кириллом, естественно, чтобы рассказать историю про одежду и штор, которую ты делаешь. Видео с Кириллом. Где он говорит про одежду и штор. О май гад. Все, так, поняла, да. И дело в том, что он в этом ролике ругается 5 раз матом. Намывно в нашем подкасте. Это 25 тысяч рублей? Да, я предлагаю тебе поучаствовать в благотворительности. И за то, что мы включили твое видео с матом, в котором было 5 раз, ты переведешь в фонд «Как чудо». Я тебе ссылку скину, куда переводить. Конечно. Это будет Вообще, стоимость это интеграции, поняла? За рекламу на моем новом потрясающем подкасте, поняла? В первом. Юбилейным. В первом юбилейном выпуске. Мы решили, что он юбилейный. Все, дорогая, целую. Этим привет. Хорошего отпуска. Да, спасибо. Пока. Кинешь мне ссылку и давай. давай. Пока. Все, продал тут. Просто позвонил человеку, развел Напряг. 25 тысяч. Да. С тех пор Ира больше никогда не ругалась матом в видео. А давай сейчас мы отправим ей смс, что типа ничего не переводи, это развод. Чтобы эта белку словила. Не надо, она на 51 этаже, не надо с ней шутить. Что она живет на первом этаже, сидит. Да, на первом, она живет на первом этаже. Ты что, 51-м. выкинула подушку? Так, Что? ты выкинула подушку. Знаете этот мем? Конечно. Ты Нет. выкинула подушку. Рубрика «Объясняем мемы». «Объясняем мем». Включай. Там просто человек кричит, ты выкинула подушку. Вырезка из «Дома 2». Из «Дома 2». Очень олдскульный год, Все-таки 2010. объясняем мемы, да? Происходит ссора между 2 участниками, и одна берет и выкидывает подушку из окна. И он ее чуть не убил. Ты выкинула подушку! А ты не зная контекста вообще, то есть тебе, это очень странно выглядит. А потом сам это сюр, что она ее выкинула, а они живут на первом этаже, и он просто нагибается, ее достает. И ты думаешь, собственно, Зачем это? По какой причине мы Но это конфликт смотрели? был очень жесткий. жесткий, да, реально. Обижаю. Подушку? Ну, это как со смайликами. Что? Что? Объясняем мем. Нет, Ребекка отмена. Ты не участвуешь в этой рубрике. Тут только 2 ведущих, кто объясняет мем. Это примерно как меню посмотреть. Это не токсичный подкаст. Всем привет. Так, все, Маныч позвонили, рассказали, красавчики. Друзья, и последняя рубрика на сегодня. Это звонки читателей. Не модный совет. Итак, у нас есть от подписчика в звоночек на мою Nokia. Алло, да. Привет. Привет. Хочу получить немодный совет. Давай. Что делать, если грустно? Господи. Что делать, если грустно? Спасибо большое за твой вопрос. Да, сейчас, смотри мой ответчик в прямом эфире. Забыл, что трубку взял на громкой связи. Бывали такие случаи, знаете, просто трубку забыл положить, а там уже человек обосрал, да, понимаете? Позитивный подкаст. У меня такое было, у меня одноклассница, я держал трубку, она меня козлом назвала, думала, что я трубку положил, прикиньте. Мы с ней больше никогда не общались. Что делать, если грустно? Конечно, поесть вкусно.
В ресторане Мишлен под сериал ДБР. Да, но на самом деле я рекомендую такое развлечение вам, правда, потому что вот я начал кайфовать от рестиков после этого сериала, и я увидел в этом, ну, какую-то вот эту вот симфонию работы сервиса, и особенно если вы работали в клиентском сервисе, там, в любой сфере услуг, то вы поймете, о чем идет речь, потому что это прям круто. И мы в Москве вообще можем и в России просто, ну, поверьте, у нас лучший сервис, который существует в мире. Вот это 100%. Никогда правда. мы так разбалованы сервисом, что вы не можете представить, у нас за 15 минут может быть продукта у двери. Это первое. Второе, у нас можно вызвать любые классы такси. И в третье, это сервис в плане еды. У нас просто офигенные рестораны. У нас очень много где вкусно. И у нас люди очень дотошные. У нас на высочайшем уровне ресторанный бизнес. И бьюти. Это я просто о себе, извините. И Beauty and the Beast хороший мультик, кстати. Рубрика «Гордимся собой». Как мы что сделали там, скажите? Ну, может, заканчивать быстрее. Что я грустно. Девушки наши не Что делать, если грустно? Что делать, если грустно? Ну что, посмотри комедию. Поешь вкусно. Какие еще варианты? Давайте, от каждого по версии. Погулять, сходить, свежий воздух. Погуляй красиво. Вообще, Никита, да, нет если честно, вариантов. прогулка — это один из самых эффективных Да, да. способов работы с состоянием какой-то апатии возможной. Поэтому, слава богу, что теплеет уже, я думаю, тепло, когда это вышло, поэтому гуляйте, да, это круто. И слушайте музыку, слушайте нас, когда гуляете. Yes. Я придумал, задай мне вопрос. Никита, что делать, когда мне грустно? Просто принять эту грусть, прожить с ней, и завтра начнется новый день, где ты выберешь быть счастливой. Да, на самом деле выспаться — это тема. Лечь спать А что, хороший если совет. мне грустно в 10 утра? Лечь спать. Сразу? Да, Просто конечно. грусть — это неплохо, это же чувства. Чувства свои не нужно игнорировать, их нужно проживать, понимать, осознавать и двигаться дальше, но не зацикливаться на них. Найти в Внимание, этом душный подкаст. вдохновение. Нет, на самом деле грусть, я люблю грусть иногда. Я Да, часто в грущу. грусти Я люблю очень много мотивации. Ой, да, ну нет. Ну, Вдохновение? В грусти много да, извините, вдохновения. перепутал, Мотивации нулевой в грусти согласен, есть. Да, да. а вдохновения очень много. Да, И да. всегда в такие штуки... Ну, я люблю утрировать, например, часто чувство грусти прям доводить до максимума. Да, Садишься на да, подоконник, там Нет. идет дождь. Что? Ну, грусть. Что? Снег. Мы так грустили в 2005-м, Да, сейчас это не 2024 модно. мы грустим по-другому. Это Мы как? идем в Симач. Надо, мы идем в Симач, кайфовать от сервиса. Заедать свою грусть. Ну, тоже, да, самое главное, мне кажется, это вот правда. Либо просто поутрировать и покайфовать, поискать какое-то вдохновение в этом, какую-то энергию, какую-то силу на какие-то действия. Потому Какую-то что в энергию, целом... какую-то силу, какие-то действия. Ну да, переинтегрировать ее в какую-то силу. Ты просто типа. не понимаешь, Ребекка, просто очень важный момент, что мы, в отличие от тебя, талантливые. Пе- И мы, извини меня, мы понимаем, что такое работать с музой. Ты просто красивая. Тебе повезло. Тебе повезло, да. Да, йоу, А нам, прими это. нам приходится самовыражаться. Через грусть. Через грусть в том числе, да. Мы нет, у нас нет таких данных, как у тебя. Мы не можем себе позволить Не так жить, бьете. как ты. Не бьете. Поэтому грустить неплохо, это Грустить нормально. топ вообще. Если грустно, грусти, все. Если будет хорошо, будет все хорошо. Тоже Если хорошо, весело, это согласен. Это реально. Жизнь одна, кайфуйте. Даже от грусти. Окей, спасибо большое вам за звоночек. Надеюсь, мы вам помогли. А можно, пожалуйста, еще письмо? Давайте, хочется письмо, настроение такое. Еще нам пишут. Не модный совет. Нам очень нравится, что на нашу почту к нам приходят письма уже с вашими вопросами, хотя мы еще даже в эфир не вышли. Это всегда конверт без приятно. этого. И конверт, да, Без всего. запечатанный без всего. Нам пишут: «Привет, Гоша, меня зовут Влада». «Привет, Влада». Поздоровайтесь с Владой. Влада, привет. Привет. Смотрю тебя уже около 2 лет всего лишь. И восхищаюсь тем, какой ты открытый и, в кавычках, хейтоустойчивый. Несмотря на своих недоброжелателей. О май гад, это что, ридинг? Это шейд? Вы слышали? Послушайте, да? Смотрите, как он докопался до подписчиков. До Влады. Нетоксичный подкаст, подожди. Смотрю тебя уже около 2 лет. Ну, во-первых, это хорошо? Это много или мало? Конечно, это довольно хороший показатель Согласен. преданности и Да, заинтересованности. это в целом хорошо. Но можно было смотреть с самого начала. Ну, она могла и написать 2 дня смотрит. Да, если Так бы что я могу- довольствуйся тем, что есть. Я твоя постоянная подписчица. 2 года довольно постоянно. Довольно постоянно. Да, зачем мне указывать 2 года? Чтобы показать, что
Уже 2 Уже 2 года. года. Ну, Это ладно. немалый срок. А мне 12. Это полжизни моей. И восхищаюсь тем, какой ты открытый и хейтоустойчивый, несмотря на своих недоброжелателей. То есть она, во-первых, говорит, что она 2 месяца, 2 года на меня подписалась, уже 2 месяца, сейчас будет 2 дня. А потом еще говорит, что у меня много недоброжелателей. Но знаешь, за 2 года можно провести некую аналитику, посчитать и понять, есть ли у тебя какие-то недоброжелатели и кто там хейтеры. Да, не знаю, да. Короче, вот поэтому вы понимаете, почему я не пишу? Пусть резюме отправит свой на всякий Да, случай. а Может, есть фотки? хороший человек, возможно, работу просто найдет. Сейчас я занимаюсь переездом в Санкт-Петербург. Морально очень сложно прощаться с друзьями и семьей, так как это мой первый подобный опыт. Откуда ты переезжаешь в Санкт-Петербург? В связи с, может, там из Твери, например, там час ехать, ну, грубо говоря. В связи с этим вопрос, что помогает тебе побеждать депрессию, хандру и расставание с близкими. Я не могу, мне все время токсичить тянет, друзья, это очень не тяжело. токсичный подкаст. Это не токсичный подкаст, нельзя токсичить. Ну ладно, смотрите, у Влады какая ситуация? Она занимается переездом в Санкт-Петербург. И очень прощаться с друзьями, семьей, и твой первый подобный опыт. Ну, непонятно, Влада, сколько тебе лет, конечно, да? То есть это как, во сколько тебе? Если тебе в 14-16, наверное, для тебя это боль всей жизни, я уверен. Но я в 18 переезжала, не было боли. Да, Влада, просто ты, наверное, еще не знаешь, куда ты переезжаешь. Есть предположение, что ты в первые выходные уже забудешь всю свою грусть, печаль, и пойдешь на Петроградку тусоваться со всей силы. Так что, Почему на Петроградку? не знаю, первое, что знаю о Питере. Там некуда ходить на Петроградке. Ну, тогда На и- Думскую. Едь на Думскую, круто. Ну, короче, да нет, это шутка. На Петроградке, конечно, великолепная вообще локация. Обожаю Петербург. И у меня прям есть мечта, может быть, поехать на месяц в этом году пожить в Да, было Питере. бы круто. Петербург, свяжитесь со мной. Петербург, свяжитесь нам за интеграцию вашу. Я прям соскучился по Питеру, мне хочется там классно Плюс, тусоваться. плюс. И поездить на велосипеде, там еще очень хочется, обожаю Петербург. И хотя ненавидел его очень долго, сейчас прям я начал скучать по нему, я начал понимать его, короче, прикиньте, с возрастом, хотя уже там не живу 10 лет. На самом деле, правда, вот у меня примерно такая мысль, как у Никиты, что мне кажется, что Петербург до такой степени много дает эмоций, что если ты, например, из города меньше, или, получается, ты в любом случае из города меньше красоты, чем Петербург, вряд ли там есть города, которые могут Из сравниться с Сингапура Питером. такая переехала в Петербург. Как Понимаешь? минимум, Влада описала вещи, о которых она переживает, но она не подумала, хотя, наверное, возможно, и подумала, не могу говорить за нее, о тех хороших вещах, которые ее ждут впереди. Да, там и будет об этом вообще это как будто невероятно, гораздо да. важнее, потому что в один день ты сепарируешься от родителей, и это произойдет. Но не стоит бояться, потому что впереди очень интересная. Крутая Насыщенная жизнь, да. жизнь, из которой получается твой опыт, из которого из этого опыта формируется вся твоя дальнейшая жизнь, твоя И сила. самостоятельность, и сила, да. Да. Наоборот, прикольно. Я люблю просто, я очень легкий человек, мне очень легко переезжать. Я 2 раза переезжал довольно кардинально и думаю, что могу еще переехать, если мне нравится. Вот я кардинально меняю районы в Москве, постоянно съемные квартиры, просто в разных частях живу постоянно. Владочка, ну ты и не забывай, дорогая, что тебя никто не выгоняет из твоего родного города. Всегда можно, во-первых, как минимум просто съездить домой, а как максимум вернуться и жить той Твою жизнью. жизнь Да. кайфовую. Поэтому не переживай, это все опыт, просто газ. Да, но вот если конкретно меня, потому что Земля крутится вокруг меня, я считаю, и просто типа все... Delusional Андреевич. Это Delusional Андреевич. И подкаст про меня, тут вопрос конкретно мне. Хотите совет от меня, пишите. В связи с этим вопрос, что помогает Ответ от Никиты. тебе побеждать депрессию, хандру и расставание с близкими. Главное только, вот, мне кажется, это не уходить в какие-то препараты или не искать правду на дне стакана. Это точно как будто бы плохой вариант. Это точно нужно принимать. Депрессия, если у вас депрессия, вы сами себя поставили, это одно. Если вам кто-то сказал, что у вас депрессия, или если вам даже кажется, что у вас депрессия, то это нужно идти к специалисту, потому что у меня она была, и это типа сложно, и всегда нужно просить помощи, и не всегда понятно, что она есть. Тяжело, но можно справиться самому, но лучше, конечно, просить помощи и не стесняться этого, потому что все подобное переживают, и типа главное об этом говорить. Хандра. Что такое хандра? Это когда тебе просто, чуть-чуть тоскливо. Ну да, типа. Апатично. Хандра — это вот я высыпаюсь всегда, мне нужно просто отлежаться. Это значит, у вас нет ресурса на позитивные эмоции. Вы их растратили с кортизолом, который распространялся каждый день в вашей жизни, поэтому просто нужно чуть-чуть дать организму полежать, может быть, восстановиться, может быть, попробовать отпуск, солнце очень лечит. Какие-то такие вещи, или там просто на какую-то речку съездить, не знаю. Меня очень вода, например, восстанавливает, когда я просто на нее смотрю.
на стакан. Вообще есть еще небольшая рекомендация, с вашего позволения. Фильм про психолога Джона Хилла, и он рассказывает про базовые инструменты успеха, но не успешного успеха, а успеха грамотного самочувствия. И этот фильм разжевывает довольно простые вещи, о которых мы иногда забываем, но очень важно, чтобы нам о них напоминали. И он служит очень, знаете, такой добрый, мотивирующий Блин, я хочу уже посмотреть срочно это. братец. Я не знаю, как ты не смотрел это до сих пор. Лис. А напиши мне сообщение в телегу, сейчас. пожалуйста. что Короче, надо, я посмотрю, статс, это круто. инструменты успеха. Рекомендую, и после этого вот задай себе еще раз вопрос, который ты задала. Кайф, кайф. Да, кстати, меня в целом, ну, именно мне глаз тоже очень Дергается. сильно лечит. Дергается. Да, мне очень важно следить за тем, какую информацию я потребляю в этот момент, поэтому тоже будь аккуратна. Но нужно начать о себе заботиться, нужно себя поставить в центре вселенной, как я. Да, и оградить какими-то комфортными условиями. Да, для нужно тебя. прям вот маленького себя внутри себя развивать. Е. А расставание с близкими — это просто, максимальный контакт, насколько возможный. Я тоже скучаю по сестре и по своему племяннику, и у нас разные расставания, потому что племянник, например, у меня в Москве, но он 18-летний, у нас расставание тем, что он в Петербурге просто кайфует жестко, ничего не понимает. И сестра, например, в другом вообще часовом поясе, и, конечно, круто, когда вы находитесь в одном месте. Я тоже скучаю постоянно, вспоминаю, звоню, и что, прикольно там поболтать всегда, позанимать, спросить, что кого. Он какой-то совет даст смешной какой-нибудь. А ты шапку надел? Влада, да, спасибо тебе большое за твой вопрос. Все, друзья, мы закончили наш первый пилотный подкаст. Юбилейный? Юбилейный первый. Сколько денег в банке? Вот, и это сейчас будет. Она сидела и ждала. Не получилось. Добьем просто До круглой суммы. Она сидела и ждала этот вопрос. О, я попал. Покажи пачку. Вот столько тут. Найс. Давайте сделаем ставки. Сколько там денег? Давайте. Я думаю, ты 60. Ты что, гонишь? 65. Нет, я думаю, тут сотка с чем-то. А подожди, покажи мне толщину, я Вот. очень хорошо в Вот этом так, хочешь разбираюсь. вот так? Здесь 85 тысяч. 115 примерно. 10, Поехали. 20, 30, 40, 50, Посмотрите, как это выглядит со стороны, если не знать контекста. 80, 95. Ты сказал 95? Красавчик. Вы- Давайте. Хорош, Подождите еще раз. вообще тема. Подождите, можете не отвлекать? Извините, пожалуйста, важная работа. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 95. Кайф. И еще 25 ман положат. Прикиньте, мы сегодня сделали. Бэнг. Кайф. Это знаете, что здесь написано? Здесь написано. 120к уходят в фонд под Да, названием... Как чудо. Хотите стать спонсором банки, пишите. Мы закончили, друзья. Спасибо. Давайте там, сделаем все, что нужно. Вообще, я в восторге. Не хочу монтажа никакого. Просто вырезать, все 3 часа выпускать подкаст. Надеюсь, вам было хотя бы интересно. Чуть-чуть. Иногда, не знаю, хочется ваше мнение, пожалуйста, молю. Пока. Всем пока.